За деревянной дверью старого сарая, куда не проникал даже слабый солнечный луч, время давно потеряло свой смысл. Здесь не было смены дня и ночи, весны и осени. Была только плотная, въевшаяся в стеновые бревна темнота, спертый воздух, пропитанный аммиаком, и тяжелое, хриплое дыхание. Здесь жил Лазарь. По своей природе он должен был быть величественным псом породы пиренейская горная собака с мощным скелетом, густой белоснежной шерстью, созданной защищать от горных ветров, и благородным, внимательным взглядом. Но Лазарь ничего не знал о своей природе. Он не знал, что такое трава, что такое бег, что такое ветер, щекочущий ноздри, и каков на вкус свежий воздух. 7 лет назад хозяин завел его в этот сарай и просто закрыл дверь. Почему человек поступил так? Что происходит в голове у того, кто обрекает живое существо на пожизненное заточение? Сказать сложно. Возможно, это была черствость, переросшая в тихую жестокость. Возможно, глубокое ментальное расстройство или смутная обида на весь мир. Хозяин бросал собаке еду крайне нерегулярно, иногда раз в день, иногда раз в несколько суток. Миска с водой часто простаивала пустой по неделям, и псу приходилось слизывать конденсат со скользких плесневелых досок. Соседи знали, что за глухим забором сарая кто-то есть. Время от времени оттуда доносился глухой сдавленный вой, не агрессивный, а безнадежный, просящий. Но люди предпочитали не вмешиваться. Каждый жил своей жизнью, убеждая себя, что хозяину виднее и не стоит лезть в чужие дела. Все изменилось, когда хозяин тяжело заболел. Безнадежный недуг приковал его к постели, и еда в сарае перестала появляться вовсе. Вой Лазаря стал тише, превратившись в едва слышный хрип. Лишь тогда, почувствовав запах катастрофы и поняв, что животное умирает в мучениях, кто-то из соседей наконец набрал номер службы спасения животных. Микроавтобус волонтеров подъехал к ветхому участку. На площадке их встречала звенящая тишина. Когда спасатели подошли к сараю, они столкнулись с первой проблемой. Массивная деревянная дверь не поддавалась. Она была намертво заблокирована снаружи и изнутри многолетним слоем прессованных экскрементов и грязи. Спасателям пришлось взять в руки лопаты и буквально откапывать вход, расчищая завалы, чтобы просто повернуть дверную ручку. Когда дверь с треском распахнулась, тяжелый, ядовитый запах ударил волонтерам в лицо. Но то, что они увидели внутри, шокировало даже опытных спасателей, видавших немало человеческой круэльти. В углу сарая лежало нечто, мало похожее на собаку. Это был огромный, панциреподобный ком сбившейся, окаменевшей шерсти, перемешанный с грязью, соломой и испражнениями. За 7 лет шерсть пиренейской горной превратилась в тяжелую броню, которая сковывала каждое движение. Из этого кокона едва проглядывали испуганные глаза. «Боже мой, оно вообще дышит?» — шепотом произнесла одна из волонтеров, опускаясь на колени. Лазарь не рычал. У него не было сил бояться или нападать. Когда к нему протянули руки в плотных перчатках, он лишь сжался, судорожно зажмурившись. Волонтеры понимали, выводить пса в таком состоянии невозможно. Тяжелый панцирь из шерсти причинял ему адскую боль при каждом движении. Было решено грумировать его прямо на месте, чтобы освободить тело из заточения. В ход пошли профессиональные машинки и ножницы. Первые несколько минут Лазарь сильно нервничал. Он дрожал мелкой дрожью, сердце бешено стучало в его истощенной груди. Он не понимал, что за существа окружили его и что за гудящие предметы касаются его тела. Но волонтеры действовали предельно ласково. Они тихо разговаривали с ним, гладили по носу, давали время привыкнуть к человеческому голосу, мягкому, спокойному, без крика и угрозы. И произошло чудо. Спустя 10 минут пес словно все понял.
Он замер и просто уткнулся носом в колени девушки-волонтера, разрешая делать с собой все, что нужно. Он понял, эти люди пришли не причинять боль, они пришли спасти. Стрижка продолжалась долго. Машинки быстро тупились о каменную корку грязи. Срез за срезом с тела Лазаря спадали огромные тяжелые пласты. Когда процедура завершилась, волонтеры взвесили состриженную шерсть. 16 килограммов. 16 килограммов грязи и боли пес носил на себе годами. Когда броня спала, перед спасателями предстало тощее, истощенное тельце. Каждая реберная кость обтягивалась кожицей, на лапах образовались пролежни. Но самое печальное обнаружилось при осмотре. Хвост Лазаря был сломан. Скорее всего, давняя травма, полученная в тесноте сарая или от удара, которая срослась неправильно. На теле виднелись многочисленные рубечики и застарелые повреждения. Но главный экзамен ждал Лазаря впереди. Его нужно было вывести на улицу. Когда его аккуратно взяли под животик и помогли встать, пес сделал первые шаги к выходу. За порогом сарая открылся абсолютно иной, оглушительный мир. Лазарь ступил лапой на землю и замер. Под его подушечками была мягкая трава и прохладная почва. Ощущение, незнакомое ему с самого рождения. Он боязливо поднимал лапы, словно земля под ним могла провалиться. Робко переставлял их и не понимал, как нужно ходить, когда вокруг нет тесных деревянных стен. Яркий солнечный свет заставил его прищуриться. Пес поднял морду к небу, глотнул свежего, пахнущего цветами и хвоей воздуха и неожиданно тихо, глубоко вздохнул. В этом вздохе было все — удивление, страх и некое подсознательное осознание того, что кошмар длиною в 7 лет наконец закончился. В приюте началась долгая реабилитация. Лазарю требовалось не только лечение, ему нужно было заново учиться быть собакой. Первые дни он с опаской относился к открытым пространствам и долго не мог понять, зачем нужны игрушки. Но шаг за шагом медицинский уход, полноценное питание и, главное, бесконечное человеческое тепло начали делать свое дело. Лазарь оказался невероятно отходчивым и добрым псом. В его сердце не поселилась ненависть к людям, напротив, он жадно впитывал каждое ласковое прикосновение. Он быстро привыкал к новым условиям, научился уверенно ходить на поводке, радоваться утренним прогулкам и доверительно подставлять голову под ладонь волонтеров. Его хвост, хоть и остался навсегда искривленным после сложного перелома, теперь все чаще вилял, выражая чистую детскую радость. История Лазаря — это тяжелое напоминание о том, как легко человек может разрушить беззащитную жизнь, пользуясь своей властью и безнаказанностью. Но одновременно это и история о невероятной силе духа. Сегодня Лазарь полностью восстановился. Его шерсть снова начинает отрастать, чистая, мягкая и белая. Он больше не сидит в темноте и не ждет редкой корки хлеба. Он ждет другого, когда за ним придут его настоящие, заботливые хозяева. Семья, которая покажет ему, что такое настоящая любовь, и подарит тот дом, которого он был лишен целых 7 лет.